Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Хендмейд. Сегодня, по вашим многочисленным просьбам, мы займемся поделками для сада. А делать мы будем очаровательные кувшинки и симпатичную лягушку, которые хорошо будут смотреться не только в каком-то небольшом водоеме, но и на клумбе среди цветов. Итак, для работы нам понадобятся белые пластиковые ложки. Выбирайте самые дешевые, так как для поделок нам не важно, насколько хорошо у них обработаны края. Лучше сразу купить и столовые ложки, и чайные. Так кувшинки получатся разных размеров и в композиции будут смотреться интереснее. Вы часто спрашиваете в комментариях, какими ножницами я работаю. У меня их несколько, от разных производителей и разных по цене. Но все их объединяет вот такая заточка по краю. Именно такими ножницами достаточно легко резать и яичные лотки, и пластиковые бутылки. У всех ложек необходимо срезать ручки. Но здесь есть один нюанс. Если вы сразу начнете отрезать ручки, то скорее всего часть ложек у вас треснет. И чтобы этого избежать, нужно зажечь свечу и совсем немного прогреть место будущего среза на каждой ложке над пламенем. Нагреваем и сразу, пока пластик еще теплый и гибкий, отрезаем ручку. Так срез получится аккуратным и ни одна ложка не треснет. Срез также можно немного прогреть над огнем, чтобы убрать все острые края. Но не подносите ложки слишком близко к пламени, иначе на них могут появиться черные некрасивые подпалины. Дальше нам понадобятся капсулы от Kinder Сюрпризов. Так как капсулы бывают двух оттенков желтого цвета, я вам советую брать те, которые именно светло-желтые. Они ярче, и их цвет больше похож на серединку кувшинки. Капсулу разделяем на две половинки. Большая часть подойдет для большой кувшинки, а меньшая, соответственно, для маленькой. Обе капсулы по краю нарезаем бахромой. Переходим к сборке. Берем серединку кувшинки, сделанную из капсулы от Kinder Сюрприза, и с помощью термопистолета оклеиваем ее лепестками. Сначала приклеиваем один лепесток из ложки, затем напротив первого лепестка второй. Лепестки приклеиваем выпуклой стороной наружу. Дальше приклеиваем третий лепесток между первым и вторым, а напротив третьего четвертый. В следующем ряду располагаем 4 лепестка между лепестками предыдущего ряда, то есть в шахматном порядке. И оставляем кувшинку на некоторое время, чтобы клей остыл и схватился. Пока одна кувшинка остывает, можно начать собирать второй цветок. Делаем все то же самое. Берем желтую серединку и оклеиваем ее 8 лепестками. И оставляем до остывания клея. Пока вторая кувшинка остывает, возвращаемся к первой и приклеиваем следующие два ряда по 4 лепестка в каждом. Все лепестки располагаем так, чтобы они сначала смотрели вверх, но с каждым новым рядом все больше и больше раскрывались. И оставляем кувшинку до остывания клея в перевернутом виде, чтобы лепестки не раскрылись чересчур сильно раньше времени. Осталось приклеить еще два ряда лепестков по 4 штуки в каждом. На каждую кувшинку у меня ушло по 24 лепесточка, то есть по 24 ложки.
Оставляем кувшинки до полного остывания клея, переворачиваем ее вверх ногами и заливаем термоклеем всю изнаночную часть, чтобы лепестки окончательно склеились друг с другом. Кувшинки собраны, и вы можете оценить, насколько разный у них получается размер в зависимости от того, какие ложки вы будете использовать в работе. Эти кувшинки я собирала как бы вширь, то есть лепесточки наклеивались не друг под другом, наращивая высоту, а друг к другу, наращивая ширину. Разница не очень заметна сверху, но она очевидна, когда смотришь на кувшинки сбоку. Также на большие кувшинки в самом последнем ряду можно добавить несколько маленьких лепесточков. Это добавит им устойчивости, не добавив при этом ширины. Чтобы кувшинки могли плавать в воде, им нужно сделать листочки. Причем листочки нужно делать из такого материала, который будет держаться на этой самой воде. У меня давным-давно лежал ненужный коврик пенка зеленого цвета, его я покупала в светофоре. Но если вы не найдете такой материал, то листочки можно сделать из зеленой пластиковой бутылки или бордюрной ленты. Разрезаем пенку сначала на квадратики, размером немного больше размера кувшинок. И из каждого квадратика вырезаем округлое сердечко. Я вырезала на глаз, но если вам так неудобно, то можете прорисовать контур ручкой или простым карандашом. Чтобы листочки получились еще интереснее, я срезаю их край под 45 градусов, а затем прорезаю на каждом листочке прожилки. Для этого сгибаю листочек в нужном месте пополам и аккуратно срезаю половину толщины пенки. Делайте это не спеша, чтобы не прорезать листочек насквозь. Осталось приклеить термопистолетом кувшинки на листочки, и можно запускать цветочки в пруд. Изначально я хотела сделать мастер-класс только по кувшинкам, но потом на глаза мне попалась зеленая бутылка, и я поняла, что мне срочно нужна царевна-лягушка. Для ее изготовления мне понадобилась вот такая пузатая пластиковая бутылка, 2 шарика от сухого детского бассейна, 1 маленький пластиковый шарик для глаз, по-моему, это была игрушка для кошки, и пластиковые одноразовые столовые приборы. Я все материалы постаралась подобрать зеленого цвета, но на самом деле цвет совершенно не важен, лягушку мы все равно в конце будем красить. Сначала разделяем маленький пластиковый шарик на 2 половинки и примеряем их к бутылке. Половинки шарика – это глаза, бутылка – туловище лягушки. В каждой половинке шарика шилом аккуратно проделываем отверстие и прикручиваем каждый глаз на саморез к бутылке. Теперь берем шарики от сухого бассейна и разрезаем их на 2 половинки. То есть в итоге у вас должны получиться 4 половинки от 2 шариков. Берем 2 половинки из 4 и скручиваем каждую из них в трубочку. Края хорошо фиксируем термоклеем. Это будут передние лапки лягушки. Дальше нам понадобятся одноразовые пластиковые приборы и свеча. Приборы выбирайте с закругленными ручками, потому что нам нужны именно ручки. Из них мы сделаем лягушки-пальцы. Определяемся, какой длины нам нужны пальцы, и нагреваем каждую ручку над свечой в том месте, до которого нужно ручку укоротить. Как только пластик размягчится, перекручиваем место разрыва и растягиваем, чтобы оторвать нужный кусочек. Место отрыва еще немного прогреваем над свечой и закругляем о поверхность стола. Таким образом подготавливаем 12 пальчиков, по 3 на каждую лапку. В кадре вы видите только 6 пальчиков, потому что еще 6 я сделала чуть позже, но вы делаете их все сразу.
С помощью термопистолета склеиваем по 3 пальчика вместе. Берем передние лапки, промазываем их термоклеем со стороны шва и приклеиваем к туловищу лягушки. Дополнительно я зафиксировала каждую лапку 2 саморезами. И приклеиваем пальчики к лапкам. Клея не жалейте и обязательно дайте термопистолету хорошо разогреться, тогда все склеится прочно. Дальше берем 2 оставшиеся половинки шарика от сухого бассейна и прикручиваем их на место задних лапок лягушки. Я прикрутила каждую половинку на 3 самореза. Под каждый саморез я вам советую предварительно прокалывать отверстие шилом. Так работать будет намного проще. Приклеиваем к задним лапкам пальчики. Ну а чтобы лягушка стала царевной, нужно сделать для нее корону. У меня была вот такая бутылочка от лимонного сока. Она идеально подошла и по форме, и по цвету. Отрезаем нижнюю пузатую часть и, вырезая по верхнему краю треугольники, формируем корону. В нижней части вырезаем отверстие под горлышко зеленой бутылки, чтобы корону можно было надеть на лягушку. На самом деле, как вы уже поняли, корона выполняет двойную функцию. Она не только украшает лягушку, но и скрывает то самое горлышко зеленой бутылки. Чтобы корона не слетела, подбираем желтую крышку и закручиваем ее. Лягушке не хватает ротика. Конечно, его можно и просто нарисовать, но мне захотелось сделать его объемным. И я не придумала ничего лучше, чем сделать его из пластикового ножа. Над свечой я опалила края и придала ему выгнутую форму. Ротик я приклеила на термоклей, но для надежности его можно дополнительно прикрутить 2 саморезами. Также на спинку и голову лягушки я нанесла капельки термоклея, чтобы добавить ей реалистичности. Основа лягушки готова и можно переходить к росписи. Раскрашиваю я уличные поделки так же, как и поделки для дома, акриловыми красками. Краски держатся на пластике хорошо, и некоторым моим поделкам уже около 8 или 9 лет, и выглядят они до сих пор почти как новые. Раскрашивать лягушку совсем не сложно. Сначала белой краской раскрашиваем глаза, зеленой краской подкрашиваем весь термоклей. Красной краской рисуем язычок. Зеленой и черной краской раскрашиваем рот. Чем ближе к губам, тем светлее цвет. Чем дальше к горлу, тем темнее. Черной краской рисуем зрачки. Зеленой прорисовываем веки. На самом деле, изначально я подбирала все детали именно зеленого цвета, так как думала, что, может быть, лягушку не придется раскрашивать полностью. Но в итоге мне не понравился блеск и прозрачность бутылки, поэтому я раскрасила всю лягушку зеленой краской. Желтой краской рисуем животик. И сухой кистью с желтой краской проходимся по всем выпуклостям, чтобы сделать окрас лягушки объемнее и интереснее.
Глаза я тоже раскрасила в желтый цвет. Так они, мне кажется, лучше сочетаются со всем образом. Белой краской ставим блики, и лягушка готова. Ее уже можно отправить в сад, но мне захотелось, чтобы она приходила в движение от любого дуновения ветра. В нижней части лягушки проделываем сквозное отверстие шилом. И дальше нам понадобится какая-то прочная, но при этом гибкая проволока. Моя проволока диаметром 3 мм и длиной 1 метр. Проволоку сгибаем в полукруг и вставляем один ее конец в проделанное отверстие в лягушке. Фиксируем проволоку термоклеем, чтобы лягушка не пыталась перевернуться на проволоке вниз головой. И приклеиваем к нижней части лягушки большой листочек, так, как будто она на нем сидит. Осталось воткнуть второй конец проволоки в землю, и наша лягушка будет качаться на листочке от любого ветерка. Ну что ж, а на этом у меня на сегодня все. Я надеюсь, это видео вам понравилось. И если это так, то лучшей наградой для меня, как и всегда, остаются ваши лайки, комментарии и подписка на мой канал. А я желаю вам всего самого наилучшего. Люблю вас всех и обнимаю. До скорой встречи. Пока-пока.